История эта случилась давно, страшно сказать, в середине прошлого века. Человек, рассказавший ее, ныне сам уже старик, был тогда очень молод. А герой повествования его дед, живший в одной из глухих деревушек где-то за Уралом. Дед Митя был мужик суровый, но справедливый. С женой своей, Верой, они жили дружно, что называется, душа в душу. А все почему? А потому. Говаривал дед Митя, пропустив стаканчик самогона, что полюбил я Верку-то мою, как только увидел, сразу и на всю жизнь. Вот такая у нас настоящая любовь. Баба Вера шутливо ворчала на деда и улыбалась. Несмотря на возраст, улыбка у нее была очень красивая, солнечная такая, и будто светлее становилась в комнате, да и на душе. Деда Митю можно было понять, из-за одной только улыбки многие теряли голову, но Вера выбрала его. Но как? Не знаю, как говорила она подраставшей дочке. Сердце подсказало, вот, мол, она настоящая любовь. Дети давно выросли и уже взрослели внуки. Судьба и война раскидала их по разным городам, так что жили старики по большей части вдвоем и радовались, если хоть раз в год удавалось повидать своих внуков. На самом деле, каждое лето навещала только дочь с детьми Петей и Алешей. Муж ее с войны не вернулся, одной поднимать двух парней было тяжко, вот и привозила их к деду с бабкой в деревню. «Оставляй, оставляй», — говорил дед Митя, — «не переживай, мы тут огородом, рыбалкой да лесом все равно прокормимся. Не пропадем». Из животины у стариков были кошка да дворовый пес Бобик, довольно почтенного возраста, так что игры и беготня его уже не привлекали. Поэтому мальчики очень обрадовались, когда в очередной свой приезд обнаружили во дворе рослую молодую дворнягу. «Какую вы собаку завели? А как ее зовут? А откуда взялась?» Внуки засыпали деда с бабкой вопросами. «Да шут ее знает, откуда вы она по весне из леса увязалась за мной», проворчал дед Митя, уж как я ее не гнал, села у калитки и все. Ну а бабка, как увидела, разохалась, кормить давай да гладить. Вот и прикормила. Баба Вера слушала ворчание деда и светилась своей теплой улыбкой. Пусть живет, раз пришла. Бобик-то старик уже, как мы с тобой, а Найда молодая, будет вон с ребятами везде ходить, она и ласковая, и двор стережет. Да ей стеречь не надо, коника такая, одного вида все испугаются, в деревне ни у кого таких больших собак нет, точно тебе говорю, это помесь с овчаркой. Ее ж не прокормить. Со двора доносился веселый лай Найды и смех внуков. За разговором старики не заметили, что мальчики давно убежали на улицу. Баба Вера, глядя в окно на их веселую возню, продолжала улыбаться, ничего, прокормим. Пущай живет, вон мальчишки как рады. На самом деле, если судить по нынешним меркам, Найда была обычной крупной дворнягой, до овчарки не дотягивала, но ее стоячие уши и черный с подпалинами окрас действительно указывали на примесь кого-то породистого. Но в те времена, да еще и в деревне, дворняги были дворнягами от среднего до мелкого размера и в основном с висячими ушами. Поэтому Найду на их фоне не грех было и овчаркой назвать. Лето шло своим чередом. Найда действительно не отходила от ребят, сопровождая их повсюду и в лесу, и на рыбалке, да и во дворе готова была играть без устали. Но однажды, гуляя с мальчиками на окраине деревни, собака вдруг припустила в сторону леса и через несколько мгновений уже скрылась в зарослях. Сколько они ни звали, обратно она не выбежала. Вернулись домой ребята без нее. Не пришла она и вечером, и на следующий день. Бабушка Вера переживала вместе с внуками, но дед Митя, похоже, не особо горевал, загуляла наша Найда, точно вам говорю. Так что, Вера, жди к осени приплода, многозначительно заключил он. Дед Митя оказался прав. Через несколько дней Гулёна вернулась, исхудавшая, грязная и счастливая. Жизнь потекла по прежнему распорядку, на прогулках собака не отходила больше от людей. Через месяц ребята уехали в город, а к концу сентября Найда ощенилась. Баба Вера все хлопотала возле нее, поудобнее устраивая в новой, просторной, сколоченной дедом будке.
Но молодая мама в помощи не нуждалась. Она прекрасно справлялась со своими 6 карапузами, на которых в деревне уже были желающие. Через месяц по двору бегала банда черных и серых щенков, и бедный Бобик еле успевал уворачиваться от их острых зубов иголочек, а кошка спускалась с поленницы только когда они спали. Дед Митя все чаще хмурился, задумчиво глядя на найденных детей. Наметанный глаз старого охотника угадывал в щенках волчьи повадки. И как ее угораздило. Бормотал он себе под нос. Конечно, его беспокойство не укрылось от жены. Поделившись с Верой своими опасениями, дед удивился ее лучистой улыбке. «Ну и что тут такого?» — спросила она, зато здоровые, крепкие малыши. «Крепкие еще бы. Они больше Найды вымахают», — воскликнул дед, но дело-то не в этом. «Это уже не собаки, понимаешь. Сейчас мы их соседям-то раздадим, а они подрастут и всех кур да кошек передавят». Вера с сомнением смотрела на мужа. «Ну, не знаю. По мне так обычные щенки играют, кусаются, хвостами, кстати, виляют. Но ты, Митя, думай, что делать-то. Я по этим делам не специалист». Вера поднялась и пошла во двор кормить веселую ораву, оставив деда в глубокой задумчивости. «Можно подумать, я специалист. По волчьим детям», — тихо проворчал он. Перед сельчанами дед решил не юлить, рассказал мужикам, как есть, и почти все отказались брать щенков, только один настаивал, что хочет такую зверюгу себе во двор. «Остальных-то куда денешь? В лес отпустишь?» — спрашивали соседи. Дед Митя чесал затылок. «Ну, какой лес? Хоть они и не совсем собаки, но ведь и не волки. Эх, извести уж рука не подымется, большие, да и Верка не даст», — вздыхал он, «в город повезу, на птичий рынок. Палыч подбросишь». На том и порешили. Через неделю сосед собрался в город по делам и завез деда Митю с его беспокойным товаром на рынок. Крупными щенками активно интересовались, спрашивая породу и предлагая хорошую цену. Дед Митя знал только 2 породы — собак-овчарку и лайку, и говорил покупателям, опуская глаза, что это их помесь. Он уже продал 2, когда к нему подошел худощавый мужичок и, внимательно глянув на щенков, тихо спросил: «Волк особый». Дед хотел было возразить, но осекся. «Зачем, если человек в этом понимает? Могу всех забрать», — сказал мужичок, «оптом. Есть у меня на твой товар покупателя». Дед Митя торговаться не стал, оптом так оптом. А мужик вместе с деньгами сунул ему бумажку с адресом: «В следующий раз свези прямо ко мне, заберу всех». «Ну уж, нет», — усмехнулся дед, — «следующего раза не будет». Мужик пожал плечами: «Как знаешь, но ты адресок-то не выбрасывай, мало ли что. Волки они такие, любовь у них настоящая, на всю жизнь». В последующие годы дед Митя не раз вспоминал эти слова. Найда щенилась почти каждый год, и никакие цепи и заборы не могли удержать ее от побега в лес. Она рыла подкопы, выскальзывала из тугого ошейника, перемахивала через высокие ограды. А если деду все же удавалось крепко ее запереть, она выла так, что у бабы Веры надрывалось сердце, а со стороны леса отчетливо слышался ответ более низкий и протяжный. «Митя, отпусти ты ее», — говорила жена, — «ну сил нет. Она ведь не просто так рвется по кобелям побегать, а к нему. Любовь же у них настоящая». Дед вздыхал, ворчал и отпускал Найду. Мужик в городе исправно забирал каждый помет, давая неплохие деньги. «И куда ж ты их деваешь?» — спросил как-то дед Митя. «Я вон соседу отдал одного, так он его как не воспитывал, а все без толку». Тот озлобился, бросаться на него стал. И сбежал потом. «Волкосубы — это как отдельная порода, они поумнее многих людей будут», — ответил мужик. «Там еще неизвестно, кто кого воспитывал». «Не переживай, дед, щенков я отдаю только тем, кто знает толк, не то что твой сосед». Связь Найды с ее диким другом крепла с каждым годом. Уже неоднократно деревенские видели в лесу крупного волка-одиночку, иногда он показывался на опушке совсем рядом с жильем, поджидая свою подругу. Найда бегала к нему уже не только в брачный период, а почти каждый день.
Они могли часами вместе рыскать по лесу, чувствуя себя настоящей парой. И все же собака неизменно возвращалась домой, каждый раз радуясь встрече с хозяевами. Она облизывала руки бабы Веры, словно извиняясь за свое отсутствие. Календарь отсчитывал месяцы и годы, которые, как известно, никого не щадят. Давно уже не стало Бобика, и сгинула куда-то старая кошка. Найде шел 7-й год, когда скончалась ее любимая хозяйка баба Вера. Дед Митя сильно горевал, и Найда не отходила от него ни на шаг. Они часами сидели вместе на крыльце, а со стороны леса доносился тоскливый волчий вой. Дед понимал, что природа возьмет свое, и вскоре Найда снова убежит к своему другу и нагуляет щенков. «Ну уж нет», — ворчал дед Митя, перетаскивая собачью будку в сарай, некому теперь с твоими волчьими детьми нянчиться. Следующую ночь Найда провела на цепи внутри запертого сарая. Она выла полночи, но не было теперь ее заступницы, а дед Митя лишь ворочался сбоку на бок, накрывая ухо подушкой. Под утро собака затихла, а старику не спалось, и он вышел на крыльцо покурить. В предрассветных сумерках он сразу увидел распахнутые настежь двери сарая. Оттуда слышалось звяканье цепи и тихая возня. Ружье было рядом, в сенях. Держа его наготове, дед Митя заглянул в сарай. В полутьме светло-серая шкура волка сразу бросилась в глаза. Зверь был поглощен ухаживаниями и заигрываниями, он обнимал свою подругу лапой и тихонько покусывал за шею. Потому, видно, и не услышал деда, зато сразу почуял, оглянулся и уставился своими желтыми глазами прямо в дуло ружья. А из-за спины волка на деда смотрела Найда. И почему-то в этот момент в памяти деда встало лицо Веры, ее теплая улыбка и ее слова. «Митя, отпусти ты ее». Любовь же у них настоящая. Еле различая волка от застилавших глаза слез, дед Митя медленно опустил ружье и отступил назад к крыльцу. «Эк, тебя, брат, угораздило», — проворчал он с любовью-то. Потом постучал ногой по пустому ведру и, проводив глазами метнувшуюся вдоль забора серую тень, пошел в сарай отпускать Найду. Уж лучше пусть она в лес бежит, а то, видано ли дело, волк в деревне. Найда появлялась все реже, а дед Митя сдавал, проявляя все меньше интереса к жизни. Навещавшая его дочь и повзрослевшая Петя с Алешей хотели забрать деда в город, но тот лишь качал головой: «Нет, тут Вера моя похоронена, куда ж я поеду?» Да и Найда скоро ощенится, придет, а тут никого. Но Найда не пришла. На этот раз она ощенилась в лесу, создав со своим волком полноценную семью. Логово их располагалось в глухой чаще, километрах в 8 от деревни. Петр остался ухаживать за дедом, помогать по хозяйству, но был у него и свой интерес. Почти каждый день молодой человек, взяв ружье, уходил в лес на несколько часов. Он искал Найду, и где-то через месяц, уже не особо надеясь, он вдруг увидел ее. Она вышла к Пете из густых зарослей, мимо которых он не раз проходил, а следом за ней выскочили на поляну 5 малышей. Петя гладил и ласкал собаку, внимательно разглядывая ее щенков. Ему понравился крупный спокойный малыш с волчьим окрасом. «Ну что, подруга, счастлива ты тут?» «Домой, вижу, не собираешься», — сказал Петя и посмотрел собаке в глаза. «А сыночка своего доверишь мне? Разрешишь забрать? Будет нам о тебе память». Петя посадил щенка в рюкзак, еще раз погладил собаку и быстрым шагом направился прочь от логова. Ему не хотелось испытывать судьбу, встречаясь с отцом семейства. Найда, казалось, все поняла и долгим взглядом провожала уходящего человека. Рядом с ней копошились 4 щенков, а из чащи за поляной наблюдали внимательные желтые глаза волка. «Вот так у меня и появился волкосоп Дик», — закончил свой рассказ Петр Иванович. «И знаете, умнее существа я в жизни не встречал. Но это, как говорится, уже совсем другая история».